Работу с тонфами тоже начинаем всегда с разминки. Берем одну тонфу, начинаем всегда с той руки, которая лучше скоординирована. Я левша, я всегда начинаю с левой руки. Встаем в позицию прикудачи, занимаем. Она как санчин у нас, да? Только ноги параллельно друг другу. Таз, что значит как санчин? Колени согнуты, таз подвернут, грудная клетка раскрыта. Беру тонфу за середину, локоть прижимаю к корпусу и начинаю вращать на движение кистью. Стараюсь, чтобы предплечье у меня оставалось на одном месте, колени продолжали быть хорошо согнутыми, а грудь раскрыта. Делаю это в одну сторону, потом в другую. Плавно. Стараюсь не торопиться, плавно. И меняю руку. Стараюсь это делать плавно. Для чего? Чтобы почувствовать вес оружия. Как оно лежит в руке, как оно двигается, как меняется вес его во время движения. Делаю в одну сторону и в другую. Хорошо. Продолжаю. Опять меняю руку, немножко усиливаю эффект, беру тонфу за конец. Она становится тяжелее, и я делаю то же самое движение. Стараюсь делать его кистью. Кистью. И в обратную сторону. Так можно делать раз по 10. А можно пока не почувствовать, например, хорошую такую теплоту в районе кисти. Эластичность кисти. Не забывайте прижимать локти к корпусу. Это очень важно, чтобы они у вас не гуляли. И следить за предплечьем, чтобы оно не ходило. Хорошо. Теперь мы берем тонфу за рукоятку. И делаем то же самое движение, только уже за рукоятку. Чувствуем, теперь у нас появляется вращательное движение. Как раз основное движение тонфа — это вращательное движение, когда мы держим ее за рукоятку. Поэтому не торопитесь здесь, тоже почувствуйте его хорошенько. В одну сторону и в обратную. В одну и в другую. Берем другую. И вот. После этого мы можем... Нет, еще упражнение. Такое, оно просто на чувство оружия. Берете за рукоятку, ладонь вверх, рукоятка внутрь, в центральной линии. И вы делаете просто проворот. Не подкидываете, а делаете закрутку. И палка просто вращается вокруг вашей ладони. Сделали несколько раз одной рукой. Всегда длинный конец тонфы, да, направлен внутрь, в центральной линии. Теперь то же самое к себе, только не на центральной линии, отведите, потому что чтобы в нос вам не прилетело. Да? Также не подбрасываю, а вращаю кистью. И также в другую. Так вы хорошо почувствуете, как работать с оружием. И такое движение нам может пригодиться, да, в боевой ситуации, как перехват, чтобы, например, взять оружие. Да? То есть мы стоим, пум, ткнули, оп, сделали переворот, например, подернули к себе. После этого берем две тонфы и начинаем работать вот это вот характерное для тонфы движение. Посмотрите. Оно активное в районе кисти. То есть здесь вы просто выбрасываете оружие вперед, да, раскрываете его, как перочинный ножик. Да, у вас была короткая рука, теперь она у вас длиннее намного. Вот. Просто даете ей подлететь вверх. То есть сейчас рукой вы бьете, а просто чувствуете оружие, как оно у вас ходит вверх-вниз. Вот. Чувствуете, оно у вас раскрылось. Видите, оно не вот такое у меня, да, а оно у меня всегда вдоль руки. Вот. И здесь я уже могу немножко дорабатывать кистью. Я никогда не пропускаю его в такое положение. Вот. Вывел. И отсюда я просто отпускаю его вот так и даю ему упасть. Ей, тонфы, да? Вот. Поднимаю, отпускаю, даю ей упасть. И когда она начинает падать под своим весом, я движение подхватываю и перевожу его в кистевое. Вот. Опять же, да, вот у меня рука вытянута. Вот я кистью доработал, но не вот так. Нет, вот здесь я перестал контролировать оружие полностью. То есть, чтобы вывести его в боевое положение, мне надо сделать дополнительные усилия. Это время, которое может сыграть против меня. Вот, видите, я вернул, рука прямая у меня, локоть мягкий всегда. Вот, то есть я вот, могу контролировать.
И вот чувствуете это движение весом, подхватываете его. Когда получается, начинайте комбинировать двумя руками. Прямая позиция, да? Здесь я дорабатываю только кистью. То же самое здесь, видите, кистью нет вот такого. Вот здесь я вот все, ничего делать не могу, то есть как-то выворачиваться надо. Не доводите до такой ситуации. Позицию корпуса не теряем, колени согнуты, грудь раскрыта, таз подвернут, позиция санчин. Вот. И вот тогда у вас получится легкое, быстрое, при этом мощное и хлесткое движение тонких.